Здравствуйте, дорогие овны, дорогие подписчики и гости моего канала, и все, кто интересуется таро-прогнозами. Я поздравляю вас с началом лета, с началом июня, и предлагаю вам таро-прогноз на июнь для вас, дорогие овны. По традиции мы посмотрим, что же может вас ожидать в июне, какие могут прийти энергии в вашу жизнь, какие могут принести с собой перемены, желательно только к лучшему. Итак, посмотрим. Июнь, овны и июнь. Сейчас у нас коридор затмений с 26 мая по 10 июня. Он тоже очень сильно влияет на события нашей жизни. Так что первая половина июня будет под влиянием коридора затмений. Итак, смотрим. Общая атмосфера июня для вас, овны. Также посмотрим, что же эта атмосфера июня принесет в вашу жизнь, что придет и что уйдет. Также посмотрим основные сферы. Сфера работы, сфера финансов, сфера личной жизни для тех, кто в стабильных отношениях, сфера личной жизни для тех, кто одинок, для тех, кто в нестабильных отношениях. Совет от карт на месяц. И на девиантном лунном таро мы посмотрим, в чем вам стоит быть наиболее внимательными, на что обратить внимание наибольшее. Также оракул Раны Джордж нам подскажет, какие могут быть сюрпризы для вас. Сюрпризы. И мистическая Ленорман тоже нам покажет сюрпризы. Итак, смотрим общую атмосферу месяца. Перевернутый отшельник. Те, кто были в каком-то замкнутом состоянии, потихонечку будут из него выходить. Это могли быть какие-то внутренние ваши ограничения. Какое-то, может быть, в мае было, знаете, кто-то восстанавливал здоровье, кто-то, может быть, по каким-то причинам хотел побыть наедине с собой. Кто-то был в какой-то, возможно, изоляции или как-то не очень контактным мог быть человек. В июне здесь, в принципе, происходит выход из состояния уединения, из ограничений, из каких-то, может быть, внутренних блоков. Кто-то освободится от каких-то блокировок, кто-то выйдет в общество, в социум, будет готов к общению. Что придет? Мир, гармония, позитив, наполненность, целостность. Могут прийти предложения из-за границы, могут быть знакомства с иностранными гражданами,
Поездки могут быть по этой карте, интернет-общение, заключение и договоров и сделок здесь может быть по карте мир. И все, что связано с зарубежьем, за границей. Если это касается вашего внутреннего состояния, то здесь состояние очень хорошее, состояние целостности, наполненности, гармонии, красоты, умиротворения. А что уйдет? Уйдут какие-то ваши внутренние, скорее всего, терзания, сомнения, какой-то внутренний такой, знаете, конфликт уйдет. Уйдут какие-то дрязги, ссоры, конфликты, возможно, с окружающими, с теми, кто рядом с вами находится. Здесь закончится какая-то борьба либо с самим собой, либо с конкурентами, соперниками и так далее. Сфера работы. Императрица перевернутая. Может говорить о том, что в сфере работы чего-то, возможно, вам будет не хватать для того, чтобы почувствовать наполненность вот работой, отдачу от работы. То есть вот растворение в работе, когда все налажено, все хорошо, когда все и под контролем, и скоординировано, и вы как в своей стихии на работе. Здесь чего-то может не хватать в перевернутом положении, если карта сфера работы. Но здесь может быть откладывание какой-то мечты по причине каких-то, опять же, внутренних ограничений, страхов, блоков, каких-то, возможно, терзаний. Что здесь может мешать? Какая-то неопределенность, мало у вас будет информации по работе, и может откладываться реализация задуманного во времени. Перевернутая луна — это, в принципе, выход из какого-то деструктива. Чего касается этот деструктив? Здесь возможно расставание с людьми из прошлого, с которыми у вас какие-то тесные связи, контакты, какие-то взаимоотношения долго длящиеся. И здесь кто-то, возможно, разойдется с такими людьми в сфере работы, но прошлое вас все-таки будет держать, и вы будете все равно мыслями и чувствами погружаться. Что мешает? Колесо фортуны. Ну, возможно, здесь цикл с какими-то людьми на работе у вас может быть не закончен. В сфере работы могут какие-то повторяющиеся быть сценарии. Сценарии, связанные с взаимоотношениями с близкими сотрудниками, если вы работаете с родственниками, друзьями, там, которых давно знаете, или это ваши бизнес-партнеры, с которыми у вас какие-то давние тесные взаимоотношения. Вот здесь больше будет касаться какой-то неудовлетворенности, связанной с вот этими вот отношениями, этими людьми. И это что мешает? Какой-то цикл. Колесо фортуны — это как колесо удачи, но также это и колесо, которое, проворачиваясь, проигрывает нам снова и снова какие-то сценарии, какие-то ситуации. И здесь, возможно, вам мешает какая-то цикличность, проигрывающаяся. Видимо, какую-то ситуацию вы не можете здесь разрешить, повторяющуюся. Сфера финансов. Перевернутый король кубков, повешенный и перевернутая королева жезлов. Но здесь также в сфере финансов я не вижу активной деятельности. Здесь какая-то в сфере финансов блокировка. Это магическая блокировка. Здесь какая-то, я думаю, что здесь какая-то магическая блокировка. Вот я задала вопрос, это магическая блокировка? Десятка мечей отвечает да. Причем какая-то такая достаточно сильная.
потому что и королева жезлов перевернутая — это бездействие, это не активность, нет движения, и повешенный — это блокировка, это можете ощущать себя жертвой, либо находя здесь, видите, много действующих лиц. Здесь и перевернутый король кубков, и перевернутая королева жезлов, и ощущение жертвы. Здесь либо мужчина ощущает себя жертвой, может быть, в сфере финансов у вас какая-то зависшая, зависимая ситуация. Здесь мужчина и женщина, может быть, вы бизнес-партнеры. И здесь есть какое-то негативное воздействие. Здесь в сфере финансов это, скорее всего, это очень конкретная блокировка финансов. Что стоит вам предпринять? Все в ваших руках, пустая карта. Как посчитаете нужным, так и будете действовать. От кого исходит негатив? Перевернутый дурак, шут. Шут здесь может быть как мужчина, так и женщина. Эта карта такая, знаете, человека очень непредсказуемого, очень может быть, как сильно легкомысленный, так и такой с экстра неординарным поведением, какими-то выходками. Человек, который может неожиданно сделать какой-то, знаете, такой какие-то действия такие, какие-то фортели может выбросить, которые вы просто можете не ожидать от человека. То есть человек очень непредсказуемый здесь. Какая-то сложная здесь может быть у некоторых овнов ситуация в сфере финансов. Что предпринять? Перевернутый король мечей. Но здесь король мечей — это карта человека, это пиковый король. Это человек, который может заниматься какими-то магическими услугами. То есть пиковый король — это может быть какой-то маг, колдун и так далее. В перевернутом положении это очень жесткое отсечение, обрезание всех вот этих вот либо крадников, либо каких-то блокировок здесь. Что предпринять? Отсекать. Либо отсекать утечку, либо отсекать этих людей, но здесь отсечение и очень жесткое. Сфера личной жизни для овнов, которые в стабильных отношениях. Перевернутый рыцарь мечей. Какой-то, либо завершение какого-то конфликта и намерение простраивать для себя дальнейшие варианты развития событий. Возможно, здесь поездки. После, кстати, завершения каких-то ограничений, связанных с переездами, поездками. Перевернутый рыцарь мечей — это также может быть снятие ограничений в связи с коронавирусом. Какие-то страны, может быть, откроют полный доступ туристов. Здесь, возможно, какая-то поездка, тройка жезлов, на отдых с семьей, за границу. Либо вы будете просматривать для себя возможные пути для направления развития ваших отношений. Итог здесь какой? Но здесь поездка может у вас не сложиться. И что вас может, конечно же, расстроить. Тройка жезлов. Вы будете здесь обдумывать поездки какие-то, либо пути развития событий. Но развития какого-то в июне я здесь не вижу у вас по причине император перевернутый.
Ну, либо все-таки будут опять какие-то недопонимания. Здесь, если и будете думать о поездках, у некоторых они могут либо сорваться, либо отложиться, либо по причине какой-то все-таки конфронтации могут не сложиться. Сфера личных отношений для тех, кто одинок. Рыцарь жезлов. А здесь вот как раз могут быть знакомства, поездки, новые встречи. Здесь много огня, много энергии, много энтузиазма, страстности, желания знакомиться, желание постигать новые горизонты. Иерофант. Знакомство, которое может перерасти во что-то серьезное. Туз пентаклей. У овнов, которые одиноки, очень хорошие шансы встретить своего человека. Вот прямо по этим картам, можно сказать, встретить свою судьбу. Счастливый шанс для создания прочных отношений. Пусть так и будет, пусть вам повезет. Овны одинокие, пусть у вас все сложится благоприятно. И сфера личной жизни для тех, кто сейчас в нестабильных отношениях. Здесь вам либо надоест как-то хитрить, скрываться и вести какую-то игру, связанную с вашими чувствами. Здесь какие-то могут быть новые встречи, очень нежные романтические приключения, новые знакомства. Люди здесь будут открыты к новым отношениям, к новым знакомствам, к новым чувствам. Здесь кто-то захочет уйти от каких-то, может быть, неискренних отношений и примет предложение, примет новое что-то в свою жизнь, новые приключения, новые предложения и новые знакомства. Здесь очень хорошие тоже карты. Совет для вас на месяц. Десятка кубков. Отличная карта. Десятка кубков – это карта наполненности чувствами. Здесь все кубки, все чувства сбалансированы, наполнены радостью, наполнены счастьем. Карта семейного благополучия. Совет для вас, дорогие овны: наполняйтесь чувствами, дарите близким любовь, дарите себя. Не ждите в ответ того же, просто любите, просто живите и просто радуйтесь жизни, и вам все воздастся сторицей. Здесь очень хорошая карта, где вся семья, где люди счастливы, где наполненность присутствует. Карта наполненности всеми цветами радуги, где чувства переполняют людей, и все очень хорошо. На что стоит обратить особое внимание? Пустая карта со старшим арканом, страшный суд, перевернутый иерофант и паж пентаклей. На что стоит вам обратить внимание? Что могут возникнуть какие-то ситуации в вашей жизни, какие-то связи всплыть, какие-то нагрянуть люди из прошлого, какие-то обстоятельства могут вас так встряхнуть немножечко, и каким-то образом могут ваши традиции и устои нарушить. Либо у кого-то из овнов здесь в семье могут быть какие-то перетрубации, какие-то неполадки, какие-то, знаете, моменты, которые могут вас заставить либо пересмотреть свои отношения, свои устои и традиции в семье, как-то взглянуть на них с другой стороны. Здесь какие-то могут быть кармические такие ситуации, которые могут вас заставить начать обучаться чему-то новому. Здесь карта обучения и мастерства, паж пентаклей. Здесь вот у него такой вот ключ и пентакль. Он пытается постичь какие-то новые способы решения
для решения ситуации, новые способы взаимодействия, либо подхода к другим. Здесь может касаться ваших взаимоотношений в семье, с близкими, с родней, со старшим поколением. И здесь могут быть какие-то немножечко такие не очень приятные моменты, которые, как я говорила, могут вас заставить искать какие-то новые подходы и пути решения, чтобы избежать конфликта, конфронтации и так далее. Вот это предосторожности. Что же нам говорит? Вау, очень классная карта, кольцо. Что же нам говорит Рана Джордж? Ленорман от Раны Джордж, кольцо. У кого-то будут новые знакомства, новые признания в любви, новые встречи, свадьбы, помолвки, подарки от любимых и близких. Очень хорошая карта. И от мистической Ленорман ребенок. Отличные карты. Это что-то новое, новые возможности, новые отношения, новые начинания. У кого-то новая семья может создаться в этот период. У кого-то дети могут появиться. И можете получить подарок от ваших возлюбленных, которых вы обрадуете появлением деток, потомства. Очень хорошие карты, как сюрприз для вас на июнь. Ну что ж, такой получился у нас прогноз на июнь для вас, дорогие овны. А я желаю вам реализации всего только самого позитивного, светлого и прекрасного в июне. Пусть июнь принесет вам радость, счастье и наполненность. Благодарю вас за просмотр. Не забывайте подписываться, ставьте лайки, пишите, сигнализируйте, оставляйте комментарии, мне будет приятно. До следующих встреч. Пока.